Приветствую, друзья! Практически сразу после релиза Celeste Gumiha начали ходить слухи, что компания Kenera разрабатывает еще одну модель на том же самом планарном излучателе, но уже без арматурного верха. И это правильно, поскольку все вопросы к данной модели сводились именно к этому излучателю. Что сказать, было хорошо, а стало превосходно. Сегодня говорим о новинке Kenera Celeste Pandamon, посвященной мифическому медведю. Собственно, поехали! Пришли наушники в простенькой коробке с изображением мишки, с заводским графиком АЧХ и перечнем технических характеристик. Из важного отметим, что базируется модель на 10-мм фирменном планарном излучателе с импедансом в 9 Ом и чувствительностью 108 дБ. Внутри находилась инструкция, мешочек из кожзаменителя, щеточка для ухода за наушниками, брелок с медведем и 2 набора силиконовых амбушюр. Обе пары в принципе нормально подошли, но КБР-07 намного лучше. Кабель такой я уже где-то видел. Не сказать, что он прямо хороший, но гибкий, витой, с сопротивлением на каждый из жил равным 0,6 Ома, то есть обычный рабочий кабель без изыска. Чашечки тоже изменились, теперь они приобрели округлую форму с отверстием для компенсации с внутренней части и полуоткрытой задней стенкой, на которой красуется тот самый мишка. Не скажу, что это прямо-таки здорово, так как взрослые люди больше предпочитают что-то абстрактное или с рубленными гранями, но по факту не так уж и важно. Сидят они удобно, звукоизоляция отличная, а больше от наушников ничего и не требуется. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут вполне стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,1%, что просто фантастика. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют в минимумах около 79 и 98 миллисекунд без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5 дБ с правильным заходом на середину, чуть более внушительное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины на 4,5 кГц и еще один пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Высокие же нам аккуратненько увели на задний план. С графиком от производителя мой совпал с точностью до уровня сглаживания и масштаба. А амбушюры, как видите, на измерения влияют лишь в области высоких частот. Суммарно вполне корректная настройка, без каких-либо резких пиков и неожиданных ям. В плане стилистики все должно быть мега универсально. Звучат же Pandamon совсем не так, как это делали Gumiha. Да, излучатель у них по сути один, но там была закрытая конструкция, и для высоких частот использовался арматурный излучатель. На деле у Gumiha имеется серьезный такой акцент на верхнюю часть диапазона, в которой прямо много воздуха, из-за чего звучание кажется просто нереально четким, прозрачным и насыщенным перкуссионными инструментами. Для басов Gumiha, конечно, тоже достаточно места, при этом он хотя и текстурный, но обволакивающий, чего нет на высоких частотах. В принципе, звучит это довольно естественно, однако если включить их сразу после Pandamon, то они покажутся не особо сбалансированными и слишком уж яркими. Без перебора, но на фоне героев обзора это прямо сильно заметно. Звук Pandamon же кажется более естественным, насыщенным и комфортным. Если в Gumiha львиная часть нашего внимания направлялась на верхнюю часть диапазона, то Pandamon предлагают распробовать середину и нижнюю его часть. Верха, конечно, присутствуют и здесь, но они ощутимо приглушены, отчего звучат мягко и воспринимаются скорее как дополнение к средним частотам. Здесь мы имеем практически тот же обволакивающий текстурный бас, но у середины куда больше массы, она сочная, певучая и естественным образом вытекает из низких частот, в то время как у Gumiha все-таки был заметный такой разрыв. То есть звук в Pandamon однородный, очень комфортный, по аналоговому теплый. Если вам очень нравятся низкие частоты, уверен, герои обзора станут для вас настоящим открытием. Здесь точно ничего не режет, не свистит и не сыпет.
На фоне этого совершенно очевидно, что у Pandamon нет уклона в разрешение или высокую разборчивость. Они больше про мелодику, выразительность и передачу эмоций. Причем сильнее всего они понравятся, как я уже сказал, ценителям низких частот и тех, кто избегает сколь-либо выраженных высоких. Тут все максимально естественно и комфортно. То есть с правильным балансом между детализацией и насыщенностью, музыкальностью и скоростью. На мой взгляд, в них идеально слушать какую-то акустическую музыку, старый добрый рок, фолк, джаз и, например, блюз. Более того, даже достаточно сложная оркестровая музыка дается им без особого труда. Есть и ощущение пространства, и правильное позиционирование инструментов, и весьма неплохая прорисовка каждого из тембров. Согласен, не идеально, но вполне прилично для своего ценового диапазона. Есть, конечно, там смягчение, которое это самое разрешение немного скрадывает. В тяжелой музыке ровно та же ситуация. Для каких-то подстилей все будет просто шикарно, а для чего-то скоростного и сверхагрессивного может не хватить четкости и возможностей в плане отработки на скорости. Так что, если вам нужна точность, яркость и уклон в разрешение, лучше посмотреть на Гумиха. А вот все мелодичное и требующее акустически правильной массы куда лучше проявить себя на Pandamon. Я же в прямом сравнении отдал бы предпочтение именно героям обзора, поскольку скорости и прорисовки предпочитаю естественность и музыкальность. Ну и в Pandamon можно сидеть намного дольше, поскольку уши в них практически не устают. Жирный такой басовитый звук с едва просвечивающейся перкуссией и хвостами от струнных инструментов. Да, это тот самый жир, драйв, рок-н-ролл, но звук мягкий и очень теплый. В силу чего рекомендую к ним наоборот какой-то нейтральный или сверхтехничный источник. Впрочем, из Trufer все было очень даже здорово, как и с Еванда 9038D6K и DO200 MK2 с усилителем HO200. По насадкам наиболее уместными мне показались те, что с красным сердечником, так как полностью серые чуть-чуть сдвигают окрас в сторону нейтральности и еще сильнее поджимают верха. Лучше же всего наушники раскрылись с насадками KBR-07, однако их нужно приобретать отдельно. Итогом, планарные наушники Celeste Pandamon отлично сидят и немного спорно выглядят для людей в возрасте. Хотя это в наушниках не главное. А важно, что уши в них почти не устают. Прекрасный обволакивающий бас, естественная однородность, акустически правильная масса и жирненький такой насыщенный звук, способный передать пространство сцены как в ширину, так и в глубину. Да, здесь не идеальное разрешение, и кого-то не устроит разделение инструментов, но мелодики, динамики и эмоции модель дает с огромным запасом. Притемненный такой звук для тех, кто это уважает. Лично мне Pandamon понравились чуть больше Гумиха, хотя и у тех, и у других есть свои сильные стороны. Любите яркий, детальный звук, вам Гумиха. Ну а тем, кто про бас, жир и мясо, к Pandamon. Еще одни отличные наушники за недорого. Очень советую присмотреться. А на этом у меня все. Это были наушники Celeste Pandamon. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.